Добрый день, меня зовут Александр. Я являюсь разработчиком вот таких вот устройств, фантомного питания и многих других. Фантомиум. В данном случае здесь представлен Фантомиум Nano, и я хочу вам рассказать о том, как влияет подключение микрофона через фантомное питание на качество звука. Для этого я подготовил уже ряд аудиофайлов, и сейчас могу вам их продемонстрировать. Перед этим буквально два слова, что такое микрофонный вход любого устройства, компьютера, ноутбука в том числе. Вот как видно из схемы, на микрофонный вход компьютера подается питание через резистор и снимается сразу же полезный сигнал. Это и есть принцип фотонного питания. Передача по одному проводу двух сигналов. Особенность любого микрофонного входа заключается в следующем. Он работает фактически в ключевом режиме. Включился, выключился. Роль выключателя выполняет вот такой вот элемент транзистор, который входит в состав электретных микрофонов. Соответственно, этот вход предназначен для подключения электретных микрофонов, не конденсаторных в любом случае, потому что там принцип работы совершенно другой. Мы к этому еще вернемся. Ну, как видно по схеме, достичь тут какой-то более-менее нормальной синусоиды нереально. Здесь всегда будут искажения, перегрузы. Собственно, это больше мониторинговый вход для того, чтобы передать какой-то голос, ну как радиоприемника или мобильного телефона куда-то, не более того. Качественный сигнал с электретного микрофона на этот вход снять нельзя. Итак, приступим к прослушиванию записей. Достаточно будет нудный блок, поэтому ее можно просто слушать. Значит, для прослушивания записи я выбрал, кроме микрофона, два устройства. Первое устройство это Orica, приближенно напоминает встроенную карту по качеству компьютера или ноутбука. И вторая, это какая-то карта 7.1 китайского производства. Другие карты не рассматриваю, потому что они дают очень сильные паразитные жужжания, которые убираются, но о качестве говорить вообще не приходится. Итак, в чем разница между этими картами? Разница в основном в напряжении фантомного питания. В первом случае у вот этой карточки напряжение 2,5 вольта. Во втором случае вот у этой карты напряжение 5 вольт. Ну, давайте посмотрим, в чем разница. Сразу же говорю, что фантомное питание Phantomium Nano дает 24 вольта. Итак, приступим к прослушиванию. Значит, первая звуковая дорожка. Это у нас подключенный микрофон напрямую через кабель, который идет в комплекте, к звуковой карте Orico, которая выдает 2,5 вольта. Вторая дорожка, та же карта, только между микрофоном и звуковой картой уже есть фантомное питание. Давайте послушаем, что в результате получилось. Итак, очевидно, что во втором случае, в случае использования с фантомным питанием, отчетливо слышно шумы, ну, шумы птиц на заднем фоне, которых не слышно в первом случае совершенно. Сразу же скажу, что уровень сигнала и в первом и втором случае равен 90% без автоматического усиления. То есть это одинаковые настройки для обеих вариантов. Почему так происходит? Происходит потому, что в первом режиме, когда 2,5 вольта подается на микрофон, он даже не выходит в режим насыщения, элементы не входят, и поэтому сигнал фактически отсутствует. Мы сейчас говорим о тихом сигнале. Значит, теперь давайте попробуем запустить так называемый ветер. Я провожу тестирование микрофонов. Соответствующий тест заключается в том, что я просто в него дую, находясь в непосредственной близости возле капсули. Что это дает? Это вводит капсуль, мембрану капсуля в перегруз, и мы четко слышим,
насколько капсуль заряжен, насколько у него подается нормальное питание, и он выдерживает эти перегрузы без каких-либо искажений. Сразу же хочу сказать, что искажения будут и в том случае, но во втором случае их будет намного меньше. Давайте послушаем. Э, По сигналу как бы никакой разницы нет на первый слух, не взгляд. Но если прислушаться, то в том случае можно услышать шипение. Шипение это и есть полезный сигнал. В первом случае оно отсутствует напрочь. Почему? Потому что мембрана, которая входит в насыщение и у нее недостаточно напряжения, она не может воспроизвести полезный сигнал. То есть, по сути, работает как триггер, выключатель и производит, ну, это просто набор щелчков с определенной частотой и амплитудой. Давайте еще раз послушайте внимательно. Очевидно, что во втором случае хоть какой-то полезный сигнал наблюдается. Ну, все-таки это режим перегруза микрофона. Это не означает его качество, это означает, что перегруз с фотонным питанием держит в разы лучше, и полезный сигнал не теряется. Э, Теперь послушаем третий вариант теста. Это стандартный голос с плотно прижатыми губами к микрофону. И, собственно, два варианта, первый и второй. Давайте послушаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Фантомное питание подается со Фантомиум Нано. Микрофон плотно по рту. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Очевидно, очевидно, что во втором случае сигнал больше. И это явно в пользу подключения микрофона с фантомным питанием. Сразу же говорю, что здесь регуляторы были выставлены на 50% усиления для того, чтобы показать разницу между амплитудой. Итак, почему я выбрал именно эти три параметра, вернее два, это шум и перегруз, потому что у конденсаторного микрофона чувствительность это не самый главный показатель. Это хороший показатель, но не главный. Его главный показатель это перегрузы, которые он держит, и чувствительность к слабым сигналам. Что это значит слабым сигналам? Это значит не усиление звука из другой комнаты, хотя такое тоже может быть, а то, что он усиливает равномерно и сильные, и слабые звуки, что очень необходимо, ну, вернее, не с равной амплитудой, а с соответствующей разницей. Сильные и слабые звуки и не резать тихие звуки, как вот в случае подключения через э, звуковую карту, которая выдает 2,5 вольта. Итак, теперь давайте послушаем равноценный тест микрофона, подключенного к звуковой карте вот такого типа. Она уже выдает 5 вольт, результат должен быть значительно лучше. Давайте в этом убедимся. Итак, первый тест это шум, вернее чувствительность. Как слышно из записи, фактически сигналы практически идентичны, но не совсем. Во втором случае чувствуется больше наполнения низкочастотной составляющей. В первом как бы все низа обрезаны. Но почему амплитуда одинаковая? Да все просто. Дело в том, что напряжение 5 вольт достаточно уже для вхождения в хоть какой-то режим элемента микрофона. Он тоже работает как переключатель, но уже более усиленный. То есть размах напряжения намного выше. Перейдемте к... Давайте послушаем голос, записанный на микрофон через эту звуковую карту.
вот данного типа без применения фантомного питания и с применением фантомного питания. Итак, голос. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Фантомный микрофон плотно прижат к рту. 1, 2, Фантомиум Nano. Микрофон питания подается со звуковой карты. Здесь мы видим следующую ситуацию. Напряжение, размах, амплитуда сигнала с микрофона, прямо который подключен напрямую к звуковой карте, даже больше, чем с фантомным питанием. С чем это связано? Это связано с тем, что при напряжении 5 вольт уже входит микрофон в нормальный режим работы, работает как триггер, но все равно работает как переключатель, в результате чего мы видим неравномерный уровень сигнала, он прыгает вверх-вниз, то есть присутствуют слишком большие искажения и перегрузы, хотя звук кажется чувствительнее и мощнее. Теперь давайте попробуем послушать шум. Шум, который записан в первом варианте без применения фантомного питания, а второй с. Прекрасно слышно, что в первом случае идут одни перегрузы и клипы, то есть мембрана колеблется с начального положения в конечные без каких-либо препятствий, создавая хлопки, то есть полезного сигнала фактически нет. Во втором случае с применением фантомного питания шум полезный намного выше, чем в первом. Кстати, данная карта лучше звучит, чем Морико, именно по перегрузам. Давайте еще раз послушаем эти шумы. Вы можете сказать, а зачем же так вот такие вот тесты проводить, если речь идет о обычном голосе. Скажу так, что тот, кто хочет писать только голос, может использовать электретный микрофон с усилением, с хорошим усилителем, с обрезанными частотами и не париться по поводу подключения конденсаторного с фотонным питанием, настройками и прочими заморочками. То есть для голоса вполне достаточно электрета. Вот, допустим, сейчас я говорю через Plantronics. Обычный, более-менее качественный. Качество соответствующее. Если у вас есть конденсаторный микрофон, его нужно использовать на максимум, а не работать как с электретным, но намного дороже. Смысла в этом не вижу, тем более, что конденсаторный микрофон, он намного менее чувствительный, чем электрет, и предназначен только для работы с близкого расстояния, а не с полуметра точно. И в заключение хочу продемонстрировать, как влияет подключение фантомного питания 24 вольта и работа микрофона без фантомного питания на динамику сигнала и отображение деталей голоса. В данном случае я буду туда гудеть, и те призвуки, которые видны во второй дорожке, это не брак микрофона, это у меня такой дребезжащий голос. В первом случае мы этого дребезжания не слышим вообще. Давайте прослушаем. Отчетливо слышно дребезжание. Повторюсь, это мой голос. Я тоже думал, что это брак микрофона, но потом несколько раз записал на разные микрофоны и убедился, что дребезжание идет от моего голоса. Итак, к чему мы приходим? Мы приходим к выводу, что для тех, кто ведет блоги или озвучивает какие-то видеоряды, вполне и записывает только звук, и качество не играет роли, вполне можно использовать конденсаторный микрофон стоимостью 400-500 гривен, как электретный стоимостью там 40-50 гривен. И не париться, дать усиление автоматическое, нам какую-то программу по уменьшению шумов в реальном времени и не заморачиваться настройками и прочими параметрами конденсаторного микрофона. Но зато будет круто, у вас будет тренога, паук,
и все будет выглядеть солидно. Для тех, кто хочет чуть повысить качество звука, э, я все же рекомендую подключать микрофон к микрофонному входу ноутбука или компьютера через фантомное питание, чтобы он работал в режиме, и не испытывал перегруза, усиливал тихие звуки и не глушил призвуки вашего голоса, чтобы голос был слышен естественно. Я специально не записывал голоса, как многие делают в тестировании. Э, Так разницу услышать практически сложно, потому что и я записываю не с полностью частотой дискретизации, и Facebook режет, и YouTube режет качество сигнала, поэтому вот, на мой взгляд, данный тест будет более адекватным. Спасибо.